Прийшов час витравити кремлівських тарганів з української влади. Ярослав Худобяк. Настане день і прийде добрий вечір. Назар, добрий вечір. Моисей довел свой народ в землю обетованную за 40 лет. И я доведу вас быстрее. Нестор Дьяченко. Бог со мной. Бог с ним. И создал Бог землю. И сказал, это хорошо. А я кажу, що це погано. Погано. Краще б він дороги проклав. Газ, каналізацію, як я в Запоріжжі. А то зліпив шарики з бруду, а далі плодіться і розмножайтесь, хто як хоче. А от і розплодилися. А хто тепер цю юрму годуватиме? Будет день, будет пища. Значить, вам Бог теж піщу дає, да? Це за його гроші ви компанію проводите. А де він? Ваш Бог. Хто він? Он везде, он триедин. Отже, колективна відповідальність. Тобто крайнього, якщо що, нема. Отець буде переводити стрілки на сина, той на Святого Духа, і так по колу, по колу. Не произноси имени Господа твоего понапрасну, ибо Господь не оставит без наказания того, кто поминает имя его Ви напрасно. мені погрожуєте? Так от, майте на увазі, не знаю я вашого Бога і не вірю в вашого Бога. І взагалі, якщо Бог є, чому він не прийшов сьогодні до студії? Що з нами не дискутує? Що він до нас присилає свого представника, а? Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями. Хто свині? Ми? Це хто собаки? Ми? І що після цього відповісти вашому Богу? Ганьба! 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 Вот таким вот жарким оказался финал наших сегодняшних теледебатов. Мы увидимся с вами завтра в это же время в «Диалоге». Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Давно я искал встречи с тобой. Ищите и обрящите. Нету здесь ни камер, ни твоих фанатов, так что давай без этого оккультизма. Бог знает, что в сердцах наших. Хватит. Меня интересует один вопрос. Чей ты? Кто оплачивает эту литургию? Ройсман? Ну давай, давай, успокой меня. Скажи, что ты человек Миши, и я буду спать спокойно. Спи спокойно. Это Миша. Ай да Миша, ай да сукин сын. Ну, ви представте собі, я в храмі, я стою на колінах, со свічкою і повзу до ікони. Повзу, ридаю і молюсь. Це ж елементарно, пару таких роликів і все виправиться. Ну, копійки, 5000 доларів за ролик, все за мій особистий рахунок. Теперь хоть по воде пройди. За тебя только дебил проголосует. Це величезний електорат. Зараз в Україні офіційно оголошено епідемію менінгіта. Ви зря мене списуєте рано. Предлагаю сосредоточить ресурсы на основном кандидате. Ну а голоса господина «Добрый вечер» укрепят позиции Жанны Юрьевны. Рустам Асадович, может, можно сейчас как-то все исправить? Может, мне веру поменять? Ты себе мозги поменяй. Не, ну это не смогу, но если надо, ляжу, подлечусь. А до этого ты какой веры был? В вас верю. В вашу справедливость и доброе сердце.
Тогда говорю тебе, встань и иди. И отдай голоса Жанне. Не надо. Не надо. Не надо. Я иду работаю. Не надо. Отдавать лучше в нужный момент. Слышал? В нужный момент и по моей команде. Пошел вон. Моторошна статистика. За повідомленням Міністерства інфраструктури, за перше півріччя в Україні зросла кількість дорожньо-транспортних пригод з летальними наслідками. 43% постраждалих. Смотри, бывший, это твой прокол. Велика кількість ДТП відбувається через необлаштовані та неосвітлювані пішохідні переходи. На думку міністра Люди мрут, а власть на фонари зажмотила. державна програма з облаштування нашої країни У меня был план обустройства перехода. Я просто не успел. Конечно, не успел, потому что языком чесал. в державному бюджеті на це рік. Просто денег нет. А чтоб пропиариться, деньги есть? Дети гибнут, а он пиарится. А какие дети? Вчера передавали. КамАЗ на полной скорости. На пешеходном переходе целый класс сбил. Как насмерть? Ну, дети, допустим, разбежались. А у водителя инфаркт. А у человека, между прочим, 5 детей. Отсюда вопрос, кто виноват? Ты. Спасибо, пап. Умеешь с утра мозг взорвать. Ага. Иди, пять. Здравствуй, Нинка. Я вернулся. Жанна Юрьевна, скажите, деньги на строительство храма – это ваши сбережения? Господи, ну что же вы за люди такие, а? Не даете покоя даже в такой светлый праздник. Жанна Юрьевна, вы никогда не говорили о своей религиозности. Почему? Потому что это личное дело каждого, и я на этом пиариться не собираюсь, в отличие от некоторых. Жанна Юрьевна. Дядя, ну вот как вам не стыдно, а? Я хотел найти тихое место, помолиться. А вы тут устроили самый пиар, да, вот повсюду. Жанна Юрьевна, от вас, честно, я не ожидал. Идите с Богом, Сергей Леонидович. Идите с Богом. Жанна Юрьевна, скажите, почему в своей программе вы не затрагиваете тему вероисповедания? В нашей стране много конфессий, и я, как кандидат в президенты Украины, я просто обязана защищать граждан Украины, их свободу и Жанна вероисповедание. Юрьевна, ничего у вас святого нет. Бог вам судья. Скажите, деньги на строительство. Роман Алексеевич, вот все просят деньги на модернизацию, но никто ничего не предлагает. А между тем деньги у вас под ногами. Вы не задумывались, почему население платит только за использованный газ? Логично. Разве? А почему никто не платит за использование газотранспортной системы? Ну, эти расходы внесены в тариф. Кто об этом знает? Ну, Да не ну, а нужно ввести абонплату на газ. Дмитрий Васильевич, ну, при всем уважении, но вы не представляете реакцию народа. Повоняют и забудут. Да между тем, ваше министерство получит дополнительных 1,5 миллиарда. Что скажете? Ощутимая сумма. Вот и выступите с инициативой, а я поддержу. Поехали. Странно, что вы сами до этого не додумались, Роман Алексеевич. Плохо работаете. Исправлюсь. Вот исправляйтесь, исправляйтесь. Спасибо, работаем! Вот что значит реклама, Василий Петрович. Один день плюс 3%. Думаю, это не реклама. Мэр и спикер потеряли голоса после дебатов. Вы где учились политтехнологиям? Нигде. Вот там и оставьте свое мнение. Кстати, у нас сегодня много дел. Во-первых, съемки ролика. Во-вторых, Еще одна? обязательно. И главное, ваши первые дебаты. Мы не имеем права облажаться. Говорят, Голобородько загнал страну в кризис. Только в этот кризис мне зарплату подняли. Мої корови давали по 40 літрів молока на день. Доллар был по 8, бензин по 12, тарифы копейки. Я объездила всю Европу. Такой кризис меня устраивает. Поверніть Васю. Верните Васю. Верните Васю. Верните Васю. Стоп! На исходные.
Василий Петрович, 9 дублей, 3 года жизни. Это все вранье. Понимаете? А какой доллар по 8? Бензин по 12. При мне я пенсии не повышал. Да мне все равно. Мне все равно, что вы повышали, что вы понижали, что вы отжали. Мне все равно, не об этом. У меня сценарий. Вы Библию читали? Ну, когда-то давно. Библию ролика. Да, читал? Так почему вы не говорите? Там же все понятно, там написано. У вас фраза одна. Я вернулся. А потому что я не могу возвращаться на лжи. Понятно? Да, я боролся, чтобы увеличить докторам зарплаты, но это не моя работа, я этого не сделал. Это не доктор, это актриса. Это не фермер, это актер. Это не пожарный, это не учительница первая моя. Здесь все актеры, кроме Мухина. Вы просто должны сказать свою фразу. Они могут говорить то, что я сделал. Василий Петрович, если мы в течение получаса не снимем этот ролик, все будут говорить о том, что сделал я. Убил кандидата в президенты! Снимаем. Камера мотора! Иначе вернусь я. Дубль 10. Сьогодні на ранковому засіданні уряду було по-справжньому гаряче. Вочевидь, деякі міністри забули про свої обов'язки. Про що Дима, доволі мне нужна твоя помощь. їм нагадав Секундочку. Так, Дмитрий Васильевич, я предлагаю разделиться. Давайте вы пойдете ужинать, а он пусть работает. Ввести абонплату? У вас совість взагалі є? Людям немає за що хліба купити. Не те, щоб платити якусь абонплату. Не дозволю! Після засідання указом прем'єра міністра Стельмаха було звільнено із посади. Твой вкус заметно прогрессирует. От полусладкой томянки до шато Бесюэль. Что это сейчас было, Дима? Где? В новостях? А это? Мне кажется, это называется справедливость. Подожди, ты что, действительно уволил министра ЖКХ? А он мне никогда не нравился. Просто не было подходящего повода. И поэтому ты сам этот повод создал? В точку. По-моему, ты подставил человека, Дима. Не человека, Оля. Жадного подонка и казнокрада. Ты мог просто подписать заявление об увольнении. Зачем нужно было устраивать эту показательную порку? Я выжил максимум из ситуации. Премьер-министр в праведном гневе. Вот о чем будут завтра говорить избиратели. А значит, это даст дивиденды мне и Голобородько. Да, но... Никаких «но». Пока Василий Петрович плетется на 5-м месте со своими пошлыми 8%, это прекрасно. Это божественная телятина. Олечка, ты гений. Доброе утро, Рустам Ашотович. Ну что, ты готов жить краще? По данным независимого соцопроса, Карасюк на первом месте. А по данным моего независимого соцопроса лидирует Жанна. Ну а что в реальности? Наши идут ноздря в ноздрю? Пока. Вечером на дебатах Жанна съест твоего Карасюка с потрохами. Слушай, до выборов 3 недели. Не рановато мы начинаем жрать друг дружку. Ну и какие будут предложения? Я предлагаю нам с тобой поужинать, Голобородько. Прожуем и выплюнем. Забудем о нем раз и навсегда. Ну, предположим, это временное затишье. Но рано или поздно нам с тобой все равно придется кусаться. Это если мы с тобой не договоримся на берегу. Я весь во внимании. Жанна президент, Карасюк премьер. Карасюк президент, Жанна премьер. Не мочим друг друга, а экономим силы и бабки. Ну, если третьего не дано. Третье как раз дано. Но оно мелкое и вонючее. И мы его сегодня утопим. Договорились.
Нет, вы объясните, Василий Петрович, вам что, не хватило полгода, чтобы набить карманы? Детей обеспечили, а теперь вспомнили про внуков и правнуков? Отвечайте, что вы... Василий Петрович, почему вы молчите? Я слова не могу встать. Она тарахтит. А что вы можете сказать? Вы же не мужик, вы тютя, вы тряпка. Оксана, остановитесь. Это не по тексту. Извините, Василий Петрович. По какому тексту? Так и будет. Она вам слова не даст сказать. У вас же есть заготовка. У вас обойма. Ну, стреляйте, стреляйте, давайте! Только у вас... Да помолчите вы! Пусть хоть что-нибудь скажет. Спасибо. Пожалуйста. Знаете что, Жанна Юрьевна, очень нелепо звучат обвинения в коррупции на депутата, которая пришла на дебаты в туфлях за 8 тысяч евро. Хорошо! А если она придет в других туфлях? Да у нее нет туфель дешевле 8 тысяч евро. Ну не это главное. В чем минус Жанны? Она воровка. Не то! А в том, что она 20 лет была у власти и ничего для людей не сделала. Не то! А в том, что она с потрохами продалась олигарху. Главный минус Жанны в том, что она баба. А баба не может быть президентом. У нее завтра начнется ПМС, и она объявит войну Португалии. Хватит! Что за глупости вы говорите? Почему эта баба не может быть президентом? Я за равенство в Украине. И потом я не буду ее оскорблять, называть бабой, даже если это Жанна Юрьевна. Это некрасиво, это низко. Закрыли женский вопрос. Карасюк, баба? Карасюк не баба. Вот. Давайте. Василий Петрович, ну вы же сбитый летчик. Что и кому вы хотите доказать, а? И так всем давно уже понятно, что такое доверить страну дилетанту. А почему вы молчите? Я скажу, если вы мне дадите. Да, пожалуйста. По поводу дилетанта. Это мне говорит человек, который без высшего образования, который сам наверняка купил диплом. Иначе скажите мне, как вы могли в 99-м году одновременно окончить КПИ и сидеть в тюрьме? Подождите, он же не сидел в тюрьме. Да какая разница, сидел, не сидел. Назовите его зэком, фашистом, педофилом, зоофилом, свидетелем Иеговы. Пусть оправдывается. Я другой человек, я не собираюсь обвинять его. Пусть даже это Карасюк в том, что он не делал. Твою мать. Вы хотите быть президентом? Я уже не уверен. Ответ неправильный. Вы хотите быть президентом? Да. Так растопчите их, порвите их, уничтожьте их. Готовы? Да. Что, Василий Петрович, не нажрались за полгода у власти? Детей озолотили? Вспомнили про внуков, правнуков? Что молчите? Говорите! Ну что он скажет? Это же хромая утка. Пусть он расскажет, как он будет спасать экономику, которую он убил. Ну кого вы спрашиваете? Нас спрашивают специалиста. Потому что нужна стратегия, а это дилетант. Какая стратегия? Убить Украину? Поссорить с миром? Господа, давайте, пожалуйста, скромнее. У нас все-таки диалог, а не лапидация. Кстати, хорошо, что вспомнили. Это главный пункт моей программы. Лапидация монополии в экономике. Лапидация – это избиение камнями. Вы, вероятно, хотели сказать ликвидация. Да кому вы объясняете? У него диплом, купленный о высшем образовании. А стране нужен президент с мозгами, с железными принципами, которая спасет экономику. Что-то вы заговорили прямо как Голобородько. А если у Василия Петровича принципы верны, то мы их поддерживаем. А почему вы тогда не поддержали, когда Василий Петрович принес антикоррупционные законы? А вот моя фракция их... Ваша фракция их провалила. Вы не поддержали голосование, когда Василий Петрович принес проект на выделение дополнительных средств на ремонт дорог. Чтобы ваш министр инфраструктур не положил себе весь этот бюджет в карман. А вы срывали заседание, когда Василий Петрович принес проект реформ об образовании. Потому что вы собирали дань с ректоров наших вузов. Почему вы сорвали голосование по медицине? Потому что ваши фармацевтические компании зарабатывают на больных людях. Да ваш прайс-лист по принятию нужных вам законов просто зашкаливает. Сказать народу, сколько там нулей? Совести у вас нет. Это говорит человек, у которого часы на руке за 50 тысяч УЕ. Я все задекларировано, это подарок бабушке. Бабушке? Потому что это подарок Романченко, вашего любовника. Кого хотите себе в президенты? Проститутку? Да закройте ему рот, что вы себе позволяете? Ваш дед был помощником у фашистов в оккупированном Киеве. Имбецил! Браво, браво, Василий Петрович. Вот видите, как хорошо получается, когда вы меня слушаете. Я же молчал все дебаты. Хотя вы мне говорили. Да мало ли что я говорил. Я говорил порвать. Вы порвали, остальное не важно.
Позитивная реакция в сети, сотни положительных комментариев. Вот видите? Потому что электорат увидел четкую картину. Мудрый, взвешенный лидер на фоне своры гавкающих собак. Рейтинги взлетят. Вы думаете? До 100% 5%. Не сойти мне с этого места. Скорик, ты что, дурак? Глянь, НЛО. Какое НЛО? Нифига себе, переход светится. Здрасте. Здравствуйте. А что вы тут делаете? То, что мэр не доделал, то и делает. Участок здесь аварийный, каждый вечер кого-то сбивают. А как оно светится? А это мое ноу-хау. А куда его только не носил? И в мэрию, и в автодор. Все без толку. А самое главное, стоит до копейки. Ну, потому и без толку, что чиновникам украсть нечего. Понятно. Классная штука. Такие бы во всей стране. Да, вот станьте президентом и займетесь. Поехали, у нас завтра очень тяжелый день. Ну, встреча со студентами ерунда. Главное, ролик снять. Ну, лучше 2. До свидания. А совсем было бы хорошо 3. Да, я понимаю. Большие деньги, большой бюджет. Но надо. Большой бюджет, большой результат. И от этого никуда не денешься. После вчерашних дебатов мы обошли мэра и спикера и вышли на 3-е место. Наше отставание от Карасюка сократилось на 3%, а от Жанны до 5%. И наш рост продолжается. Нормуль, Васька! Класс! Что ты кислый такой? Ты что, не рад, кандидат? Чего я рад? Я задумался. 3-е место прекрасно. Прекрасно, конечно! Привет! Привет! Вась, дай карточку. Зачем? В смысле зачем? Ротация роликов, баннеры, флажки, шарфики. За диалог надо заплатить. Я вчера же платил. Угу. За прошлый, а это за следующий. А, понятно, хорошо. Надо так надо. Вот держи. Это проездной на метро. Вот карточка. Окей, скоро буду. Ну что, уже 12 часов, может, пройдемся по следующим дебатам? Так сейчас же новости. А вдруг мы уже на 2-м месте? Зростання кількості ДТП – це болюче питання, яке я тримав на особистому контролі. І сьогодні я з радістю повідомляю, що ми починаємо державну програму з облаштування усіх міст України світлодіодними освітлюваними переходами. А мы только вчера об этом говорили. Для реалізації цієї програми виділено 50 мільйонів гривень. Ці кошти не були передбачені у бюджеті, їх надав один громадянин. Видишь, как классно? Не только ты хороший человек, кроме тебя еще хорошие люди. Залишити його ім'я у таємниці. Слушай, фигня какая-то. Денег на карточке нет. Как нет? Как нет? Может быть, ты пин-код перепутал? За ці кошти Василю Петровичу Голобородько. Це людина з великої літери. Дякую. Что? Что вы смотрите? Мало ли сколько Василий Петрович и Голобородько в нашей стране. Очень распространенная фамилия. Да, он тоже в моем подъезде живет. По-моему, один человек. Действительно, надо съездить в банк, проверить карточку. Давай карточку я проверю. Не, сиди, Серега, я сам, я справлюсь. Вы пока займитесь делом, подготовьтесь к дебату, может, что-то креативное придумаем. Все, до вечера. Вася? Это зачем действительно мне пиджак? Жарко на улице. Ну, до вечера, пока. Петрович, иди сюда! Вася, как ты... Вася, стой! Иди сюда! О, как пыльно тут, пыльно в офисе. Вчера сбрасываю, здрасте. Какая лампа, партизаны. Папки проработать. Василий Петрович, можно вопрос? Вот ответы на все вам вопросы. Вот. Да-да, это вас. Ошиблись номером. Где деньги? И вот деньги у мужчины. Вот деньги. Отойдите, пожалуйста. Василий Петрович, вы ответите на вопросы. Все вопросы этому мужчине. Иди сюда! Здравствуйте. Все вопросы к моей команде. Это... Сколько это процентов бюджета вашей компании? Какие проценты? Он все бабки отдал. Какая реакция вашей команды? Вы были не в курсе? Что вы, конечно, не были в курсе. Это было обдумано, взвешено и, самое главное, общее решение. Мы надеемся и верим, что в Украине одной проблемой станет меньше. Не надо
прятаться!